Вот такой прекрасный, простой гороховый суп я сегодня сделал. Он обалденно вкусный и полезный тоже. А на сладкое сделал испеченные яблоки в духовке. А если вы хотите узнать, как я все это сделал, оставайтесь у меня на канале, я вам все покажу. Всем приветики, добро пожаловать на мою кухню. Сегодня займемся изготовлением горохового супа. Гороховый суп в упрощенном виде. А именно, я буду пользоваться сегодня баночками горохового пюре. Здесь в Англии гороховое пюре добавляется блюдо чипсы с жареной рыбой. Это у них здесь очень популярная как национальная еда. Когда я приехал сюда в Англию, я попробовал сделать из этого гороховый суп. И, к моему большому удивлению, получилось. И с тех пор я варю гороховый суп в упрощенном виде. Делается очень легко, без всякой заморочки. Вам не надо замачивать горох за сутки вперед. А все это уже здесь готовое. Чтобы время не терять, пойдемте, я покажу, что и как я буду делать. Итак, я взял кастрюлю, залил водою и добавил сюда в воду 3 такие банки горохового пюре. Добавил туда же 1 пачку копченого бекона. Добавил лавровый лист 3 и горошек перца. И также я добавил перловую муку. Все сюда, в эту кастрюлю. И также для вкуса я еще добавил кубик куриного бульона и такую смесь приправ польскую. Все это мы сейчас добавили, залили горячей водой, поставили на газ, и пускай у нас потихонечку кипит. А мы этим временем займемся морковкой. Я взял 2 морковки, сейчас я почищу, вымою и порежем туда же. Так, морковку я вымыл, сейчас концы я отрежу. Не надо, и порежем. Я думаю, что этот суп будет очень хорошо пойдет студентам, кто любит гороховый суп или что-то по-быстрому надо сделать. Таким образом вы сделаете за считанные минуты, и суп у вас будет готовый, и очень вкусный суп. И вторую морковку порежем. Я как-то делал этот суп уже на видео, у меня на YouTube есть, но это было очень-очень давно. Вот так. Хорошо кипит, очень хорошо. Теперь пойдет наша морковка. Так. И теперь я займусь картошкой. Я взял 3 большие картофелины, здесь такие у меня. Сейчас я их вычищу, вымою и порежем. Теперь мы нашу картошку порежем мелко и туда же кинем суп вариться. Не очень мелко, но и не очень крупно. Так, очень хорошо. И теперь наша картошка идет сюда вариться в суп. Очень хорошо. Теперь займемся луком. Я взял 1 луковицу, сейчас я порежу и сделаем маленькую зажарку.
Она даст еще, придаст такой приятный пикантный аромат и вкус супу. Так. Итак, я взял маленькую сковородку, туда налью сейчас растительного масла. Подогреем это масло и бросим туда наш лук. И немножко поджарим этот лучок. Как лук у нас подрумянится, придет золотистый цвет, да, можно будет, на этом у нас жарка будет готова. Как вы видите, лук начинает румяниться, так что это будет готово за считанные минуты нам теперь. Еще немножечко подрумянится, и тогда можно выключать газ. Так, я считаю, теперь газ можно выключать. Перемешав, пускай чуть-чуть еще подойдет. И тогда можно это добавить в суп. Вот такой. Очень хорошо. Теперь этот лук я сюда перенесу, суп. Так. И немножко жидкость супа я добавлю на сковородку. И этим самым попробую прополоскать сковородку, потому что там же самое сливки осталось. То, что самая вкуснятина от лука остается. Вот так. Этот коричневый цвет — это то, что и надо, самые вкусовые качества от лука, то, что нам надо передать. Вот так. Перемешаем. Перемешаем. Теперь. И я сейчас попробую немножко на вкус, потому что мы соль еще не добавляли. Потому что пюре уже идет соленое. Бекон тоже соленый. Вы знаете, соли достаточно. Даже соль не надо добавлять. Теперь я накрою, перенесу на маленькую конфорку и пускай у нас потихонечку кипит. Итак, пока суп у нас варится, я решил запечь в духовке яблоки. Это сезон яблок вовсю идет. И, честно говоря, это осеннее зимнее блюдо. И очень хорошо идет как десертное блюдо. У меня маленький сад, здесь карликовые деревья, и в этом году у нас был первый урожай, 3 яблока я оттуда снял. И вот у меня 2 покупных яблока. Свои яблоки я не знаю даже какого вкуса, но мне интересно их запечь в духовке, и надеюсь, что это будет вкусно. В первую очередь, конечно, я их вымыл, яблоки. Сейчас я отрезаю сердцевину. Так. И яблоко так и стоимо так я переложу сюда в форму, на тарелку такую, которая пойдет жариться в духовку. Духовка уже включена на 180 градусов. Вот так. Главное, чтобы сердцевину убрать, чтобы там семечек не оставалось.
Так, это можно убрать отсюда. Так, яблоки красиво поставим. И теперь в каждую дырочку мы засыпем сахар и корицу. Я взял маленькую ложечку, чтобы было удобнее сыпать. В первую очередь я засыплю по одной чайной ложке, потом засыплю корицей и опять с сахаром сверху. На глаз я засыпал корицу, опять сахар. Когда яблоки уже испекутся, остынут, яблоки сами дадут сок, и там уже сахар тоже. И этот сок на дне этой формы будет как желеобразная, как мармелад. Вот так. Здесь по бокам я вытяну сахар, что мне надо. Так что с Богом, десерт будет готовый. Ну вот такая прелесть у меня получилась. Посмотрите, простой гороховый суп и испеченные в духовке яблоки по сезону. Как это все аппетитно, все выглядит. Я, честно говоря, результатом своим очень-очень доволен. К сожалению, бывают такие дни, когда забываешь включить камеру. То, что у меня сегодня получилось, и практически начало видео я вам не смог показать. Но дело в том, что я быстро пробежался составляющими ингредиентами, то, что я положил в кастрюлю. Так что давайте еще раз пробегусь то, что я положил в кастрюлю, то, что вы не видели. Я положил кубик куриного бульона, перец, горошек, 3 лавровых листа, перловую крупу. Также добавил туда 3 банки горохового пюре и 1 пачку копченого бекона. Это я добавил без вас, но я вам показал, что уже в кастрюле. И вот тогда уже при вас я уже сделал и пожарил лук, и порезал морковку, и порезал картошку. Суп делается очень легко, очень просто. И в то же время это очень вкусно. А самое главное, это упрощать вашу работу, что вам не надо замачивать горох за сутки вперед. Я своим результатом сегодня очень доволен. Суп получился обалденно вкусный. И в то же время на сладкое я сделал печеные яблоки. У нас в этом году был урожай яблок. 3 яблока с нашего сада. Но у нас мини-деревья, так что карликовые деревья, так что для этого очень много. Ну и как раз в этом году мы можем попробовать их. А на этой аппетитной ноте хотелось вам прощаться, я заканчиваю это видео. Моя семья садится за ужин, а вам хочу пожелать самого наилучшего и всем мирного неба. Пока.